Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Юлия Баталова. И снова гуляю с вами по улочкам турецким. Смотрите, голубка. Горлица называют вроде ее. Очень похожа на наших голубей, но они поменьше и курлыкают по-другому немножко. Куда же я иду? Сейчас собираюсь встретиться с мужем. Он сегодня отпросился пораньше немножко. Нам нужно дела сделать банковские. Пока он не приехал, я с вами решила поболтать. Кстати, нам уже срочно нужно сережку детям, то есть дочке покупать. Так что, возможно, в этом ролике забежим даже сережечки какие-нибудь посмотрим вместе с вами. У нее вот эта вот сережка, гвоздик упал временный, который мы ей одевали. Напомню, у нее были золотые, которые я купила еще в 2019 году. Ой, нет, раньше, в 2015 году. Она родилась в 2019 году. Вот, то есть я заранее для своей дочери, я знала, что у меня будет дочка, купила сережки в виде цветочка такого. А у меня дочку зовут Азалия. Вот, но она одну потеряла, одна у нас дома лежит. Вот, потом мы временные поставили ей, и поэтому сейчас надо золотые купить. Ну, а здесь очень много золотых изделий. Напротив, вот здесь вот очень много банков. Ну, а мне нужен Вакиф-банк. Я не помню, где он находится. Все, вспомнила. Это надо туда идти, где обменник. Вот сами посмотрите, сколько здесь золота. Вот, здесь вот центр Силивке. Кто на канале впервые, мы проживаем в Силивке, город недалеко от Алании, Газипаши. Ну, как недалеко, 2 часа езды. Раньше мы проживали рядом с Аланией, в городе Газипаша. Там мы прожили 1,5 года. Сейчас мы живем здесь, по работе приехали. Вот, муж работает на атомной электростанции. Я работаю удаленно. По поводу моей работы можете переходить по ссылке в описании. Вот. И сейчас, в общем-то, собираемся сходить в банк. С вами сейчас немножко решила поговорить, посидеть о турецких таких вот жизненных ситуаций. С этой стороны тоже очень много золота. Так, кстати, курс. Давайте посмотрим, сколько стоит. Курс 0,34 к рублю получается. Да, 0,34 это алыш, покупка, 0,38 продажа. Снимаю вам немножко местные домики красивые. И давайте пойдем, вот немножко наверх пройдемся. Там старые домики на горе. Я вам в прошлый раз говорила, что хочется немножко прогуляться здесь и показать вам. Вот, ну, пользуясь случаем, 5-7 минут есть у меня, давайте прогуляемся. Что хочу рассказать про Турцию. Говорят, что опять подорожание. Мало того, что нам подняли айдат, нам подняли цену за квартиру, нам подняли садик, нам подняли трансфер за садик. Нам еще сказали, ну, слышала такую новость, что поднимают электричество почти на 100%. Смотрите, какие старые улочки. Вот. Старые дома, но смотрите, какие тут машинки, да? Хорошие у всех. Смотрите, какой старый домик. Иду в гору, запыхалась. Сегодня так хорошо. 18 градусов на улице. Я в кожанке и в водолазочке. Вот. Уф, прям. В общем, говорят, что все поднимают. Смотрите. Вот это и есть крепость, но до нее, чтобы добраться, надо, короче, пройтись. Или хотя бы доехать до туда. Вот. Смотрите, какие домики здесь. Смотрите, как птички поют. Вообще, птички прям поют. Вот, в общем, на город-то подниматься хорошо, с горы потом, то есть тяжело, с горы потом спускаться будет зато легко.
Вот, еще пока как бы прям конкретно ничего не говорили. Смотрите, какие сады. Какая красота. Вот, но еще пока прям конкретно не говорили, что точно 100% поднимут. Но уже новость такая есть, а в Турции всегда, если уже новость появилась, значит закон скоро примут и цены поднимут. А цены поднимать они любят даже быстрее, чем законы принимать. Вот такие вот домики тут есть, смотрите. Вот, короче, решила с вами поболтать. На этой неделе мы едем в воскресенье. Сегодня у нас пятница. В воскресенье едем, короче, на очень красивое место. Называется пещера пещера Ада и Рая. Короче, говорят, что там очень красиво. Я, когда только сюда приехала, я очень хотела туда съездить. Но что-то никак не удавалось, короче, решили мы в воскресенье поехать. Так что впереди я вам скоро закину ролик, впереди обзор на это красивое место. Давайте лучше покажу Турцию, чем показывать себя, да? Короче, вот так вот немножко прошлись по старой части города, ну, с центра немножко повыше поднялись. Уже вот такие вот домики, старенькие, смотрите, какие стены, какие кирпичи. И знаете, вот здесь даже в Селевке очень часто можно увидеть, в Ташуджу тоже, вот именно вот сюда, ближе к Мерсину, можно увидеть, что здесь много вот домов построено из таких камней, которые там принадлежали древним каким-то временам. То есть колонну какую-то можно увидеть в саду, элемент колонны. Смотрите, собачка со мной гуляет. Вот. В общем, такие дела. И как уж с вами этим всем не поделиться. Кстати, вчера ходили с девчонками в поход. Я вам немножко сняла, показала. Короче, там такое место очень красивое. В гору поднимаетесь, и река Гёксу. Это так классно. Столько фотографий сделали, посидели с девчонками, общались. Прям было тепло. Поднимались, конечно, было прохладно. Даже хотелось шапочку одеть, но шапки не было. Поэтому обратно. О, смотрите, в Селевке Анаукулу. Здесь есть даже садик. А там написано Селевке Калиси. Смотрите, куда я дошла. Ничего себе. Я дошла до Калиси. То есть отсюда вход получается. А, смотрите, кафе Селевкос написано. Я слышала, что там есть кафе. Ну ладно, дальше не буду проходить. Здесь такое вот место какое-то пустынное немножко. Поэтому мне... Тут мальчики ходят маленькие. Поэтому я знаю, что здесь еще колодец есть. Про него я рассказывала. Про древний колодец. Я даже не помню, как он называется. Смотрите, какие цветочки. Даже не колодец, а как-то вот, ну, древний такой. Большое такое строение. Я вам показывала, у меня на канале есть. Смотрите, какие кактусы. Обалдеть. Ну и, конечно же, я сфоткалась, как уж без этого. Возле кактуса пофоткалась. Вот. Вообще на улице классно. И вот в такую погоду грех здесь не погулять. Город Селевке богат на всякие истории, на такие вот местные достопримечательности. Очень много здесь всего, и что можно показать вам. Вот. Мне писали из Турции тоже, кто интересуется этим городом. И, конечно же, и из других стран, не только из Турции. Поэтому хочется показать вам все, прям рассказать. Кстати, вчера сидели с соседкой, приехала у нас в Сите соседка, получается, к дочери. Она приезжает, дочка уезжает в Россию, а она, потому что ребенок как бы учится здесь, она приезжает одна и с ребенком сидит здесь. Вот, это наша соседка, ей уже, наверное, лет 60, может, больше. Вот, и в 2 раза в год, а то и 3, она приезжает, помогает дочери сюда. Вот так прям, ну, интересно увидеть ее эмоции после холода, приезжает сюда. И знаете, вот я вот в куртке вот так вот сидела вчера, а она, короче, в одном платье таком вот, ну,
вот такие рукава и сидит и вот так на солнце греется. Так хорошо, говорит, так жарко у вас тут. Я говорю, да ладно, а мы, говорю, это там холодно, мы вот так вот в куртках ходим. Я говорю, вот что значит, да, привыкли, то, что здесь настолько летом жарко, а уже зимой кажется, что холодно. Вот, поэтому 18 градусов, вроде как-то и жарко, но куртку всегда накидываю. Такие дела. Хотела с вами поделиться. Все, пошла, я сейчас в банк зайду, с мужем встречусь и, может быть, еще что-то интересное вам заснимем. Смотрите, вот такие вот. Смотрите, вот такие вот серебро с изумрудом натуральные, 550 лир, представляете? Значит, недорого же? Это недорого. Hello Kitty нету, говорит. У меня дочка Hello Kitty хочет. Так, это вот, смотрите, напротив Мигроса примерно. Вот такие вот есть модели детские на девочек. Не, ну с изумрудом серебро. Вообще дешево. Ага. Смотрите, еще какие есть. Очень красивые. Ну, это гвоздики, получается, смотрите. Гвоздики. Ну, гвоздик у нас и гвоздик теряет, и такой теряет. Я думаю, может быть, вообще вот такой взять. Лучше гвоздик не брать, а тут это вот... Смотри. Ответная часть тереть, да. Очень красивые. Вот такие можно. Вот цветочек. Чтоб не потеряла. Сейчас спросим, сколько такие будут стоить. Золото 4480 это будет. уже вот это... Вот. Фиатовар. В один магазин зашли. Нашли Hello Kitty. Смотрите. Но это золото. Есть разные модельки. Вот напротив Мигроса тут очень много. 7000 лир. А Hello Kitty gümüş var mı? Gümüş 3 dükkan ileride. Нашли магазинчик серебряный. Вот Азальке можно еще показать, прийти. Здесь даже есть Hello Kitty. Вот такой. 850. 850. Bu 750. 850. 850. Şöyle şurası 750, şöyle şurası 850. Ага, это 750. Вот такие еще есть. Но я думаю, что красивые вот эти самые. Или вот эти. Вот есть Кэди, это кошка просто, но это как бы Hello Kitty, это такое как вот с бантиком, короче. Bu altın gibi yapılmış. Kaplama. Evet, kaplama. Позолоченный. Altın değil. Altın kaplama. 8 ayar, düşük ayar. Altın kaplama. Evet. Ну, это каплая, Gümüş üstüne это altın kaplama. позолота сверху. Ну, Ну, конечно. ну позолота это уже хорошо. Да. В общем, вот такой вот магазинчик, тоже недалеко, вот прям серебро написано. Вот кому интересно. И, друзья, у нас настал новый день. Мы всегда на выходных заходим в Салы-Пазары. У нас ни один день не обходится без Салы-Пазары. Вот. Еще мы сегодня с утра заехали за мясом. Сейчас скажу, сколько стоит. У того мясника, у кого я всегда беру, мясо стоит сейчас 650 лир. А стоило, друзья, 600 лир. Вот. Ну и сходили, как всегда, в Бургер Кинг, мороженка поели. Салы-Пазары, сейчас сюда зашли. Здесь Руслан выбирает что-то там опять домой. У нас вечно на выходных то ремонт, то что. Сегодня с утра хотели съездить с детьми на рисование. Оказывается, сегодня перенесли на 3 часа дня. Обычно в 10:30 мы ходили на рисование, но сегодня сказали, что в 3. Поэтому решили дела поделать. Мясо купить, погулять. Здесь вот можно канцелярские товары купить. Кому надо. В Салы-Пазары есть все. Все для дома, для ремонта. И также вот даже канцелярские товары можно найти. Все для кухни. Сегодня нам надо еще подготовиться к завтрашнему дню. Завтра мы идем в поход, как я и говорила. Так что следующий обзорчик будет по поводу этого. 50 купить. Миска. Где ты взяла их? Мне нужно 50. Так, вот такие вот 12 Мне штук 50 нужны. фломастеры стоят 100 лир. Здесь даже продают кальяны. Смотрите. Так, зашли мы еще в Carrefour смотреть. Красная рыбка, мы всегда ее здесь берем.
239 лир за килограмм. Сейчас одну возьмем и засолим. Так, и хотела показать, поделиться с вами. Вот в Каррефуре тоже есть мясо, но, знаете, вот оно всегда разной свежести. Поэтому, когда оно свежее, то здесь можно купить, даже нужно, потому что здесь дешевле. Смотрите, 509 лир дана кушбаша, но мы взяли там дана сюты, 599 здесь стоит. Мы там за 650 взяли. Хотя можно здесь, если свежее мясо, дешевле купить. Здесь бывает свежее мясо. Вот это вообще, мне кажется, как будто свежепривезенное. Красное, прям краснющее. Вот, и здесь можно, в принципе, даже вот они сразу фарш делают. Фарш у них, кстати, вообще дешевый. Кима 469 лир. Вот. Мы же за 650 купили. И там же, считай, фарш за эту же сумму сделали. А здесь намного дешевле получается. Так, рыбка вышла целая на 780 лир со скидкой. 3,2 килограмма. Короче, решили мы все-таки килограммчик взять. За 509 сказали, вот это вот свежак. Представляете? А мы за 650 купили. Знали бы, там не купили бы, только взяли бы. Зачем? Сравним. Почему ты так думаешь? Там очень хорошее мясо мы купили. Ну, оно 650, здесь 509. Ну и что? И здесь свежак. Но я видела не раз, что турки сами здесь покупают часто. Смотрите, за 58 есть кетчуп, который без консервантов. Куруюджу эчермес написано. Хороший кетчуп. Вот. И еще и со скидкой. Смотрите, в Каррефуре нашли, 200-граммовое кофе 257 лир. А 100-граммовое 226. А Руслан говорит, эта партия, говорит, старая, скорее всего, была, лежала, и ее вот продают. И мы берем. И мы берем обязательно, потому что, как я вам показывала, даже в сетевых магазинах теперь уже 100-граммовая 200 стоит. Так что вот в Каррефуре еще осталась пачечка, кому нужна. Здесь я всегда беру гречку. Возьму за 86 лир. Так, смотрите, то, что вот Руслан говорил, действительно, смотрите, какая разница между мясом. Вот это вот мы купили у мясников. Вот оно, по сути. Вот оно, свежее. А это мы купили в Каррефуре. Ну ладно, это мы на всякие вторые будем, там, макарошки жарить. А из этого мы сегодня, кстати, вот половину я сюда положила. Из этого будем котлетки делать. Короче, вот так вот. И хотела показать рыбку. Смотрите, какая цвета рыбка. Тоже отдельно я положила для жарки, для засола и для супа. Вот такие вот кусочки у нас получились. И, друзья, у нас уже настало время послеобеденное. Детей отвезли к 3 на рисование, зашли примерять одежду. Вот. Поход там, то, что надо, присмотреть себе. Смотрим себе олимпийки. И вот проблема здесь всегда в Турции, что короткие рукава. Сейчас еще поедем в один магазин, посмотрим. Проблема, говорит, в Турции, что короткие рукава. Ну, для мужчин вот... Это проблема, у кого руки длинные. Для мужчин с высоким ростом, да, у кого руки длинные. А смотри, а здесь нормально вроде рукава. Здесь, ну, тоже коротковатые. Хорошо, прям красиво тебе. Ну вот у меня наподобие была. Вот тоже нам такой. Ну, это же мой размер. Да, наверное. По плечам, да. Это мой размер. А это какой? XL? XL, да. Ну вот у этих, вот именно олимпиек, там короткие рукава. А вот если вот такой, который сверху одеваешь, рукава вроде хорошие. Ну, короче, цена идет 2000 лир. Кому интересно. Еще через дорогу магазин Катун. Сейчас туда сходим. И, друзья, решила я зайти в кафе, посидеть, немножко чай попить, потому что что-то я, сегодня устала. Мы быстро сегодня пришли с детьми, и я все это время стояла, у плиты, там готовила вот эти вот рыбку, там посолила, то, все, и, очень устала. Отправила сейчас мужа одного в аутлет, я говорю, иди съезди,
короче, не стала ездить и решила попить чай. Захожу я всегда вот в эту кафешечку. 33 фисташки, что ли, как это называется. Здесь и красиво, и можно попить чай. Цены недорогие. Взяла я вот такую вот печеньку себе к чаю и сразу 2 чая, потому что одним чаем я обычно не напиваюсь. Так что приятного мне чаепития. Заодно и поработаю. У меня там накопилось очень много вопросов. Вот сейчас вот надо это решить. Так что ненадолго отключаюсь. Буду пить чай. И, друзья, мы уже пришли домой. Дети опять с мужем пошли во двор гулять. Я вот не знаю, у меня одной так вообще как-то вот сил нету, хочется спать, устаю. Ну, постоянно кушать готовишь, убираешь. Ну, короче, повторяюсь опять. В общем, пришла домой и вот немножко прилегла даже. Думаю, нет, надо быстрее как-то заканчивать этот ролик, потому что завтра поедем в поход, новый ролик начинается, и уже надо выложить. Уже вот, получается, сегодня суббота. Я очень надеюсь, что я его завтра выложу, в воскресенье будет, чтобы вы уже посмотрели все по ценам, да, вот стараюсь ориентировать вас. Короче, муж купил футболку в итоге себе. Ну, так, мы смотрели одежду же как для похода. Ну, и как бы он взял футболочку. Одна футболочка 500 лир. В принципе, да, вроде как и недорого. Но все же очень все дорожает. Ну, и на самом деле не только в Турции, во всем мире дорожает, да. Привыкнуть бы за этими ценами нам, людям. Вот. Все не для людей делается. Хотя вроде все для людей, но в то же время не для нас. Наоборот бы цены, конечно, дешевели бы, да, вот было бы вообще счастье всем. Но а что делать? Так оно и есть. Все действительно дорожает. Стараюсь все показывать, рассказывать вам. И даже вот хочу поделиться, наверное, в этом месяце. У нас вот в прошлом году, в декабре, сидел Алмаз, сын, да, младший, в садик не ходил, сидел дома месяц. И это, знаете, вот в бюджете семьи это вот прям вот чувствуется, что у нас более-менее по деньгам было все нормально, как бы, ну, мы могли там позволить себе что-то еще, немножко даже оставить. Вот мы собирались даже в конце марта, там будут праздники, там будет выходной, пару дней, ну и вдобавок у меня муж себе взял тоже выходные, как бы с отпуска там несколько дней, и как бы такой вот мини-отпуск хотели устроить, хотели поехать в отель. Сейчас уже думаю, что-то у нас даже не хватает вот так вот откладывать деньги на отель. Думаю, наверное, не поедем. И вот, получается, в прошлом году в декабре сидел у меня сын в садике младший. Ой, дома в садик не ходил. Дочка ходила. А в этом, наверное, вот в феврале, думаем, у них еще день рождения у обоих, да, у нас двойняшки. А то пишут комментарии, вот, типа, не рассказывайте. Я стараюсь постоянно говорить. Мне кажется, я даже заколебываю уже подписчиков, которые уже смотрят меня давно, что я постоянно повторяюсь, что мы 3 года назад переехали в город Газипаша, в Турцию, да, с 3 детьми, старшему 16 лет, младшие двойняшки. То есть стараюсь вроде постоянно рассказывать об этом. Год назад переехали в Селевке. Это недалеко от Мерсина, да, получается. Проживаем здесь. Вот сейчас читаю комментарии, опять кто-то написал, вы даже не рассказываете, с какого вы города. Боже мой, думаю, вот. И постоянно приходится, короче, вот так вот рассказывать, повторяться. Думаю, иногда так нелепо, наверное, иногда, возможно, даже для тех, кто постоянно смотрит, это даже надоедает. Вот, ну, приходится, что поделать. На канале часто появляются новые люди, и без этого никак. Вот, и в прошлом году у меня вот из двойняшек у нас мальчик и девочка, Алмаз и Азалия. Почему почему другие такие имена, как бы не русские, да, я же по-русски разговариваю все-таки. Да, я русскоговорящий, но я
татарин, или как сказать правильно, татарка, короче, вот, с Татарстана мы, поэтому у нас имена такие у детей. В общем, Алмаз сидел дома, хотим сейчас, чтобы Азалия сидела в феврале дома месяц. Напоминаю, у меня муж работает на атомной электростанции, да, и нам оплачивают, как бы, есть такой вот бенефит, во всех организациях по-разному, нам оплачивают 2 детей. И у нас, получается, старший в школе учится, 10 класс, ему оплачивают. И одному ребенку с садика оплачивают. Вот. А за одного, почему именно одного ребенка с садика не оплачивают? Потому что мы так решили. Как бы садик дешевле, чем школа. Поэтому мы выбрали одну школу, 1 садик. И вот, получается, за одного ребенка садик мы сами с кармана платим. Сейчас с Нового года подорожание. Сейчас мы за одного ребенка платим 12 тысяч лир. И это около, сколько? 36 тысяч рублей на минуточку. Это же большие деньги. И вот мы решили, наверное, в феврале. Да, конечно, хорошо, когда они в садик ходят. Даже мы купили на весь год большие такие книги, да, учебные. То есть они учатся, да. Но, наверное, в феврале все-таки посидим дома, потому что, ну, как бы надо, короче, рассчитать. Мы еще хотели, да, вот я повторяюсь, в марте, в июне, в августе поехать в отель. Здесь, когда едешь в Турции, внутри Турции путешествуешь, едешь по отелям, это получается не совсем дорого, как из России лететь отдыхать. Потому что самое дорогое – это перелет. Да, конечно, отели тоже дорожают. И хочу, да, такую не очень приятную новость озвучить, может, многие не знают. Говорят, что все включено, тоже собираются убирать. Ну, конечно же, собираются убирать, потому что продукты сейчас дорожают, да, и это невыгодно отелям. Вот, и мы хотели, конечно, съездить очень сильно в конце марта, в начале апреля, но, похоже, не получается, и мы поэтому... Возможно, мы поедем в поход, ну, типа, знаете как, возможно, там будет и отель какой-то, но не так, прям вот 5-звездочный все включено, а, допустим, мы поедем в поход, какие-то достопримечательности посмотрим, и там рядом в отеле, может, переночуем, типа того. То есть мы будем выбирать уже более бюджетный вариант, вот, а мы вообще, может быть, никуда не поедем, то есть это все по обстоятельствам будет. Вот. День рождения впереди в феврале у наших двойняшек, исполняется им 6 лет, 16 февраля, и надо еще и у них день рождения справить, да, то есть куда-то их с ними погулять, то есть поэтому хочу вот, короче, поделиться таким моментом, что да, действительно, в финансовом плане все-таки хочется, ну, получается так, что приходится экономить. Все дорожает, и как-то так. Как видите, цены подорожали, дорожание идет дальше, мясо вот буквально 600 стоило, 650 уже, все дорожает, короче, ну, во всем мире так говорят, тоже слышу, что везде дорожает. Вот, дай Бог нам всем жить счастливо и чтобы у всех на жизнь хватало денег, да? С одной стороны, так абсурдно звучит, что не знаю, люди сами же себе, ну, люди, не простые люди, как мы, а другие берут и решают все за нас и усложняют нам жизнь. Вот. Что еще хотела добавить? Всем хочу пожелать счастья, всем пожелать хочу финансового благополучия, чтобы у вас было много очень денег, и вы даже не задумывались о том, как их заработать, откуда их достать, как же прожить, да, вот, то есть вот такие вот моменты, чтобы вас вообще никогда не касались. Всех люблю, всех целую, устала, прям отдохну. Сейчас, знаете, вот в последнее время работаю, да, часто, постоянно на телефоне, и, похоже, это сказывается, прям устаю, короче, вот прям чувствую, что устаю. Вот, всем счастья,
Всем, друзья, мирного неба над головой. Всех люблю, всех целую. Всем пока.